Привет, друзья, с вами Алексей Стеклов. Сегодня необычное видео, необычный формат, так называемая распаковка, которую я терпеть не могу, но я обязан ее сделать, потому что обещал своим китайским друзьям. Дело в том, что квадрокоптер, который мне прислали, мы его взяли для съемок, для видео, вот такого вот формата, посмотрите по ссылочке позже. В общем, его нам очень не хватало именно как рабочего инструмента. И получилось так, что вот эта новая модель, она оказалась достаточно бюджетная, но в то же время с очень хорошими техническими характеристиками. А учитывая, что эта модель, напомню, одна из первых в России, мы были обязаны сделать по договоренностям эту распаковку, показать, из чего состоит комплект, как он поставляется и так далее. Я даже попытался отболтаться от этой распаковки, но учитывая, что посылка пришла в очень неприглядном виде, я все-таки вынужден снять эту чертову распаковку, в которой я расскажу о всех достоинствах и преимуществах этого квадрика. Я на самом деле сейчас даже не знаю, что там внутри. Смотрим. Такая измятая коробка. Блин, я очень злой на самом деле. Спасибо от Фими, ля-ля тополя. Поставьте отзыв. Вот такая вот коробка. Даже не знаю, как ее вскрывать, блин. Вот, блин, ребята, вот этот квадрик стоит недешево, но можно же в картонную упаковку дополнительную какую-то сделать, транспортировочную, блин. Просто нет цензурных слов. Что-то отвалилось. Макулатура. Вот смотрите, как ударили коробку, зажатый пульт и все. Здесь помято в районе самого квадрика. Блин, очень я расстроен. Надеюсь, ничего не сломали они. Ну, в общем, вот такой пульт. Кстати, много вопросов по поводу того, какое устройство максимально сюда можно зажать. Его фишка в том, что можно различные девайсы ставить, планшеты и так далее. Антенки тоже порадовали. Антенки раскладываются как угодно. Сейчас померяем, сколько сюда максимально влазит. Так, максимально сюда можно зажать 207 миллиметров. Больше не влезет. Пульт увесистый, тяжеленький. Как он работает и как им пользоваться, разберем в следующих видосах. Дальше набор кабелей под Type-C, под айфончик, под обычную USB-шку. Запасные лопасти. Вроде как были там по какой-то акции. Вот. Провод блока питания, провод жесткий, очень жесткий. Причем посылка не холодная, она не замерзшая. Я думаю, в мороз все будет очень плохо. Зарядная станция для аккумулятора, блочок питания. И непосредственно сам дрон. Надеюсь, ничего не поломано. Камера развернутая наизнанку, все нормально. Сенсор не вываливается, как некоторые писали, что сенсор здесь вываливается. Лучи не поломанные, слава богу, меня все радует. Аккумуляторчик стоит прямо на дроне, идет в комплекте. Лучи складываются в определенном порядке, то есть не как на всяких там мавиках, но меня это никак не парит. В чем же преимущество данного дрона перед предыдущей моделью? Во-первых, камера диафрагма 1.6, то есть светосила достаточно впечатляющая. Полдюймовая SMOS матрица со светочувствительностью до ISO 6400.
Не знаю, насколько оно рабочее и сильны ли там шумы, это мы посмотрим в следующих тестах, но тем не менее производитель это заявил. Способ передачи данных между дроном и пультом — это третье поколение Rocklink, которое позволяет работать на достаточно далеких дистанциях, и производитель заявил 10 километров. Мне такая дальность не нужна. Мне в этом дроне нужна прежде всего, грубо говоря, мобильная летающая камера, которая заменит кран. Но приятность, то, что на 10 километров он может улететь, может быть, кому-то это будет полезно. Плюс производитель снизил задержку в передаче картинки до 130 миллисекунд. Это тоже очень хороший показатель. Максимальная высота подъема у этого дрона 800 метров, а работает он на частоте 2400 МГц. Вполне наш формат, и не нужны нам 5 МГц частоты и всякое такое. По камере отдельно добавлю, что в этой модели используется 48-мегапиксельная матрица Sony с технологией Quad-Wire, что якобы улучшает качество картинки при ночной съемке. Повторюсь, проверим, посмотрим, как это работает на самом деле в следующих видео. И что мне нужно было прежде всего с точки зрения видеосъемки, это 4К на 100 мегабитах. Я не гонюсь там за 10-битной картинкой и всяким таким, но битрейт в 4К 100 мегабит мне был нужен. Этот дрон, этот квадрик должен стать одной из моих дополнительных камер, которые будут помогать мне при наборе футажей на каких-то рабочих съемках. И, друзья, под него я купил кейс из EVE, достаточно надежный, я надеюсь, потому что возить и транспортировать его как-то надо. Вот. Плюс защиту для камеры, потому что штатная защитка камеры — это вот такая вот пенопластовая хрень. И ножки. Сейчас посмотрим, как это все укладывается, собирается. Так, фимочка. И взял вот этот вот защитный чехол для камеры из поликарбоната, потому что подвес камеры никак здесь не защищен, то есть вот он в таком болтающемся положении, никак не фиксируется. Плюс даже если вы его кладете на стол, из-за ножек он наклоняется так, что камеру вы по-любому задеваете за стол. Это очень нехорошо. На корпусе здесь сделаны выемки, на чехле здесь такие специальные ушки. Попробую поставить, как он подойдет. Камера там, видно, гуляет, она свободна. И чехол достаточно хорошо защищает, кстати. Я доволен. Ссылочку на это дело я оставлю в описании, на кейс и на чехольчик. Плюс, как я вам говорил, я взял ножки, чтобы квадрик садился чуть повыше от земли и не погружался там во всякую чачу. Может быть, на 3D принтере я распечатаю ножки чуть пошире, сюда такие пяточки, посмотрим. Опа, она что-то отвалилась. Какой-то пушистик отвалился. Интересно. Китайцы такие китайцы. Так, камера чуть-чуть колбасится. Может быть, имеет смысл сюда какие-то пушистики изнутри приклеить, чтобы она не билась об вот этот вот чехол. Так, передние лучи у нас пониже стоят, значит, ножки на передние лучи ставим короткие. Посмотрим. Интересно, здесь сделаны такие выемки специальные на лучах. И ножки встают достаточно надежно. Эти ножки еще и складываются. Ну, слушайте, ребят, я доволен пока что. Сейчас поставим еще одну переднюю. Да, все, вот он уперся. Отлично. Подъем получится где-то 2-2,5 сантиметрика. На задние усы ставим ножки длинные.
Сейчас посмотрим, как я с ними сложу квадрик, с этими усами. Вот смотрите, при установленных ножках лучи квадрика не складываются. При установленных задних ножках, то есть задние придется постоянно снимать. А вот с передними ножками, в принципе, все складывается и даже можно уложить в кейс, но складывается не до конца, потому что пластмасска здесь мешает. В общем, придется снимать эти ножки при упаковке квадрика в постельку. Жалко. Я думаю, если я буду это делать на морозе по зиме, расщелкивать вот эти вот защелки, долго они не проживут. Ладно, смотрим, как укладывается в эту сумку квадрик. Это места для 2 аккумуляторов запасных. Я их докупил, они где-то там едут через Казахстан. Я был удивлен немножко. Отдай. Посмотрим, как входит аккумулятор. Входит идеально. Квадрик ложится идеально. Пульт куда я дел? Пультик. Укладывается хорошо. Забыл сказать, стики для пульта лежат вот здесь. Вот докупить можете, в принципе, всегда эти стики. Здесь же есть выемка для кабеля. То есть, когда вы подсоединяете телефон переходным кабелем. Ладно, не буду открывать. Здесь есть место, куда при установке планшета или телефона должно погрузиться гнездо и выйти здесь сбоку. То есть над этим не парьтесь. Но размер, ширина, максимальное устройство, которое вы можете сюда вставить, напоминаю, 207 мм. Лучше 205, потому что у вас совсем в напряг уже будет этот пульт. Вот, как-то так. Так, ладно, укладываем. И, собственно, больше места здесь ни для чего нет. Ну, разве что можно вот сюда вот положить блок питания. Кстати, хорошо влазит. Сюда же насыпать ножки. Только надо закрывать, а то они, блин, все и так переломаются, я думаю. Так, сюда же у нас кабеля. Так и не понял, что за хрень. Если знаете, что это такое, напишите в комментариях, пока не буду выбрасывать. Сюда же кладем основные лопасти, сюда же и запасные. И попробуем это дело закрыть. Нифига не помещается, потому что аккумуляторы достаточно длинные. Попробуем еще разок. Ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Кейсик достаточно жесткий, транспортировать будет достаточно удобно. Вот такая штука. Я иду на сайт госуслуг регистрировать квадрик. Ссылку на кейс я оставлю в описании. Напишите в комментарии, какие тесты вы хотели бы увидеть на дальность полета, на отработку какого-то функционала, возможно, какие-то опции, которые вы видели на предыдущей модели, но хотели бы проверить, как они работают именно на версии 2022. Буду рад все это показать и отработать это все четко по вашим рекомендациям, чтобы не было какой-то там самодеятельщины, а вы по итогу могли увидеть реальное сравнение с тем, что вы видели ранее на предыдущих моделях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не болейте. Пока. motherfucking P.I.